Друзья, всем привет! Меня зовут Чех Илья, я являюсь основателем и генеральным директором компании «Моторика». Сегодня у нас такое результирующее мероприятие для команды, для СМИ. Мы расскажем о результатах первых в России операций по экспериментам с осуществлением протезов и с купированием фантомных болей для ампутантов. И здесь у нас представлена вся команда, которая, соответственно, занималась этим проектом. Расскажем, что получилось, и немножко о планах на будущее. Значит, в целом мы над этим проектом работали уже целый год в команде с Дальневосточным федеральным университетом и с лабораторией нейрореабилитации и нейробиологии Сколтеха. И цель исследования наша была двойная. С одной стороны, мы хотели посмотреть, можно ли через стимуляцию периферических нервов купировать фантомную боль, которая возникает у людей с ампутациями верхних конечностей. И вторая большая цель – это посмотреть, возможно ли в принципе через инвазивную стимуляцию вызвать сенсорный ответ, то есть дать человеку ощущение того, что он что-то берет протезом, что-то чувствует, будь то давление, температура, какие-то другие ощущения, там, положение пальцев в пространстве и так далее, и так далее. То есть это было большое исследование, в рамках которого мы экспериментировали с различными параметрами стимуляции. Чуть дальше коллеги мои расскажут. Коротенько расскажу о команде. Я уже представился. Матвиенко Юрий отвечает в целом за руководство проектом. Он сейчас является руководителем нашего нового департамента, который мы в этом году создали по инвазивным исследованиям и на котором мы сейчас будем фокусироваться в следующем году. Сенцов Михаил, технический руководитель проекта, как раз тот человек, который отвечает за интеграцию датчиков в протезе, за интеграцию стимулятора, за алгоритмы, которые проводят стимуляцию, за подбор параметров и так далее, и так далее. Артур Бектимиров, функциональный нейрохирург с огромным опытом, чуть ли не каждую неделю на базе медицинского центра Дальневосточного университета проводит операции по вживлению стимуляторов для deep brain stimulation, то есть для стимуляции коры головного мозга, и вот он участвует как практикующий хирург в нашем проекте, занимаясь тем, что вживляет электроды на периферические нервы. Гурген, аспирант Центра нейрореабилитации Сколтеха, тоже технический специалист, который вместе с Михаилом занимался подбором параметров стимуляции, работой с нашими пилотами, занимались экспериментами. И Михаил Лебедев, собственно, профессор и руководитель Центра нейробиологии Сколтеха, и наш ведущий научный специалист, на базе исследований которого в том числе базируется вся наша идея, все, что мы делаем, и он в дальнейшем будет руководить, скажем так, научным развитием дальнейшего этого направления. Про задачи и этапы исследования давай, Юра, как руководитель, расскажи нам, что мы делали. Давай я встану. Да, здравствуйте еще раз, меня зовут Матвиенко Юрий, я руководитель инвазивных исследований в компании «Моторика». Расскажу немножко про задачи и цели наших исследований. Первая задача заключалась в том, чтобы научиться при помощи электростимуляции купировать фантомные боли у пациентов с ампутацией конечностей. Далее, следующий этап заключался в подборе картирования и сенсомоторные исследования. То есть мы пытались произвести осуществление протеза при помощи специальных датчиков. Отбор пациентов у нас был очень строгий. Ключевой параметр – это наличие у пациента фантомного болевого синдрома. Дело в том, что пациентам с некупируемым болевым синдромом мы можем имплантировать систему нейромодуляции для лечения боли. То есть либо для стимуляции периферических нервов, либо для стимуляции спинного мозга, либо для стимуляции головного мозга. Поэтому именно этот критерий являлся ключевым при отборе пациентов на проведение исследования. То есть мы проводили пациентам имплантацию электродов. Ключевая задача была снизить болевой синдром и параллельно изучить возможность создания системы отчисления протеза. При выборе тактики хирургического лечения также определялся, ключевым параметром был это сам фантомный болевой синдром и его локализация. Именно поэтому мы одному пациенту поставили 3 электрода на все 3 периферических нерва, а другому 2 электрода на 1 на срединный нерв. Например, как выглядели карты фантомной боли у этих пациентов. У одного пациента боль отмечалась по всем нервам, то есть это проекции срединного, лучевого, локтевого нерва отмечалось жжение. А у другого пациента
Боль отмечалась только на кончике пальцев, только в проекции срединного нерва. И именно поэтому одному пациенту мы поставили, как уже тут показано, 3 электрода, это срединно-локтевой и локтевой, а другому только на срединный нерв. Вот. Но поставили 2 электрода. Далее, когда мы работали с пациентами, нам необходимо было понять, способны ли мы при помощи различных парадигм электрической стимуляции подавать и создавать те или иные ощущения у пациента. Для этого нам не приходилось его картировать. То есть это выглядит не так, что ты нажимаешь на кнопку там, «создать ощущение тепла», «создать ощущение прикосновения». Это так, что ты подаешь разные электрические токи и спрашиваешь у пациента, что он испытывает и в каких областях. Вот здесь вот вы можете увидеть изображение. Здесь усредненные картинки, да, то есть при каждой стимуляции расположение ощущения было разное. Вот здесь вот такое усреднение для пациента А и для пациента Д, ну, поскольку у них немного разная конфигурация электродов была, поэтому у пациента Д вот 2 картинки. И вы видите, что действительно при помощи стимуляции к электродам, которые располагались здесь, мы способны были создавать ощущения, которые локализовались в кисти. Если мы переключим на следующий слайд, то мы можем понять, какого рода это были ощущения. Потому что наша цель была создать, конечно, максимально естественное ощущение. То есть не просто какой-то электрический ток, да, не просто что-то неестественное, а что-то, что действительно напоминает им о прикосновении, что-то, что действительно можно связать со сдавливанием. И вы можете увидеть то, что мы смогли этого добиться. Вот для пациента А мы действительно с высокой точностью, ну, с высокой частотой могли создавать ощущение именно прикосновения и ощущение сдавливания. Для пациента Д в большей степени было ощущение сдавливания, ощущение прикосновения было в меньшей степени. Ну и, в принципе, вот этот вот спектр ощущаемых чувств, он был более разнообразный. Но на самом деле самое интересное при работе с ними было то, что они действительно говорили, что это очень живые ощущения, многие из которых, ну даже скорее почти все из которых, они не способны были испытывать вот со времен травмы никогда. Наверное, далее я передаю Михаилу, да? В общем, после получения информации о картировании пациентов, мы выбрали целевые области для имитации ощущений и провели несколько сенсомоторных тестов на то, как эффективно обратная связь на основе эпидермальной электростимуляции будет влиять на поведение и на выполнение вот этих самых тестов. Одним из тестов, которые мы здесь сделали сенсомоторных тестов, это было распознавание области без обратной зрительной связи. В этом случае мы фактически мы кодировали на планшете, на экране некоторую область, и мы не говорили, что это за область пациенту. Задача пациента была с помощью обратной связи электростимуляции, когда он попадал в центр этой области, у него происходила стимуляция и происходила имитация тактильного ощущения. Когда он был не в этой области, это ощущение пропадало. Так вот, когда мы вот этот тест проводили, значит, задача была в том, чтобы пациент смог распознать, что это за область была. Мы проводили ее в 2 вариациях с вводом, с рукописным вводом и без рукописного ввода. Предварительный результат заключается в том, что с помощью такой вот имитации мы смогли получить некоторый положительный эффект, то есть пациенты смогли разделять области по форме. У нас было 3 вида области, это квадрат, пентагон и круг. Следующим тестом, который мы проводили, это было уже в другую сторону, когда пациентам задача была поставлена проводить имитацию письма, рукописного ввода с помощью фантомной руки. Из-за того, что они не могли проводить, то есть из-за того, что пациенты не могли выполнять это действие в реале, с помощью фантомной кисти, точнее так, с помощью состояния фантомной кисти, которое мы измеряли с помощью нейрографии и миографии, мы смогли в какой-то мере восстановить информацию о той цифре, которую вводил пациент. И третьим сенсомоторным тестом... Сейчас видео запустится. Нет, назад. Запустите видео, пожалуйста. Так вот, третьим тестом было взятие предмета и распознавание его размера.
Сейчас мы сначала видео посмотрим, и я расскажу более подробно. В этом случае пациент был уже в протезе. С этого протеза считывалось две модальности как минимум. Это тактильная информация, получаемая с помощью датчиков давления, располагающихся на кончиках пальцев, и информация, которую мы можем сказать, что проприцептивная информация, это угол раствора кисти в протезе во время взятия предмета. Угол раствора кисти проецировался в электроды, находящиеся внутри культи, то есть это была инвазивная стимуляция, а тактильная информация с кончиков пальцев, она проецировалась в наружные электроды при эпидермальной электростимуляции. Здесь сейчас будет показано как раз одно из таких испытаний по поводу распознавания размера предмета. У нас было 3 предмета. Большой. Так вот, пара еще нюансов по поводу этого. Здесь пациент находился в маске, он не имел никакой обратной зрительной связи с предметами. Запускался протез экспериментатором снаружи, то есть пациент тоже никак не влиял на это дело. Пациенту нужно было только распознать, какого размера предмет у него находится в руке. И у нас было 3 предмета, 3 состояния протеза. Нет, состояние 4 протеза, 3 условных предмета. Раскрытая, кисть полностью раскрытая, большой предмет, это было маленькое сдавливание, потом средний предмет, более сильное сдавливание, и полностью закрытая кисть, которая имитировала наличие очень маленького предмета в руках. И с обратной связью в виде электрической стимуляции мы могли, пациент смог различить эти предметы вслепую полностью. Правда, еще была акустическая, конечно, связь, но тем не менее вслепую он мог их различать. Но когда мы во время записи эксперимента мы выключили полностью обратную связь с электростимуляцией, пациент уже не смог различать размеры этих предметов. И в конечном итоге он даже не смог сказать, у него открыта или закрыта кисть протеза. В данном случае, сейчас немножко все расскажу. В данном случае раствор кисти измерялся у протеза, и находились еще датчики давления на кончиках пальцев. Все, спасибо большое. Михаил Альбертович, можно вам тогда слово по поводу общей научной части? В первую очередь я хотел бы поздравить с огромным успехом всех участников, в первую очередь пациентов, которые согласились участвовать в этих исследованиях, компанию «Моторика» с такими великолепными протезами и организацией работ Артура Бехтемирова, великолепного нейрохирурга, членов нашей команды Сколтеха, Михаила и Гургена, которые в короткий срок спрограммировали все эти задачи и тоже отлично справились и получили уже в короткий срок результаты на научную статью. Но я сделаю какие-то общие замечания, что вообще нейропротезирование – это сейчас область, которая развивается очень быстро. Здесь есть много подходов. И, конечно, основное направление – это помогать пациентам с травмами, с ампутациями, и с травмами нервной системы, тем, кто теряет моторные и сенсорные функции. Значит, в данном случае задача состоит в том, чтобы возвращать не только моторную функцию, но и сенсорную, чтобы человек мог не только управлять протезом какими-то сигналами, допустим, электромиограммой, но и ощущать этот протез как часть собственного тела, которая взаимодействует с предметами внешнего мира. Значит, в данном случае мы имеем имплантацию в периферическую нервную систему. Это очень эффективный способ, поскольку имитируется сам сигнал, который затем поступает в нервную систему. Уже нервная система учится интерпретировать и
по мере активного использования такого протеза ощущение будет становиться все более и более натуральным и будет применимо к большему числу задач за счет пластичности мозга. Ну, упомяну также, что есть и другие подходы, где электроды имплантируются уже либо в мозг, либо какие-то другие отделы нервной системы. Здесь все не так однозначно, но что-то я уже долго говорю, так что еще раз поздравляю, будем продолжать развиваться. По результатам, я немножко резюмирую все, что мы сегодня рассказали. Да? Основная цель, как я уже говорил, нашего исследования была в том, чтобы решить основную технологическую гипотезу, которая формулируется как можно ли через инвазивную стимуляцию периферической нервной системы вызвать обратный сенсорный ответ и дать возможность человеку чувствовать то, не просто как он берет предмет, да, но и вот, как сказал Михаил, даже насколько раскрыта вообще кисть, да, то есть примерное положение пальцев кисти. И в рамках этого исследования мы полностью доказали, что технологически и, скажем так, с точки зрения нейрофизиологии это полностью возможно, и это открывает перед нами огромные возможности для дальнейших исследований. И дальше, поскольку это был только наш первый такой пробный шаг в направлении в целом инвазивных исследований, мы будем реализовывать вместе с Дальневосточным центром и ИНТЦ «Русский», который расположен на острове Русском в Владивостоке, мы будем организовывать российский кибермедицинский кластер, то есть это некая открытая зона для проектов, для компаний, которые занимаются инвазивными различными исследованиями, не только с точки зрения протезов, но и в целом про искусственные органы, про стимуляторы и так далее, и так далее. То есть мы хотим создавать некое сообщество разработчиков в России, которое будет и с привлечением зарубежных специалистов, и текущих институтов развития, и фонд Сколково в этом активно участвует, помогает нам. И мы, соответственно, будем создавать такую некую открытую свободную зону для инженеров, которые хотят заниматься именно разработками инвазивных технологий, поскольку в этом будущее в искусственных органах, в различных имплантах, которые все мы так или иначе будем в будущем использовать. И это такой большой инфраструктурный проект, который, собственно, мы запускаем и в рамках которого будем проводить дальнейшие исследования. Задачи этого кластера – это, соответственно, подбор проектов, исследования, разработки, юридическая поддержка, поддержка с точки зрения сертификации, в чем является, собственно, сейчас основная сложность в разработке таких технологий, таких проектов. Это именно длительные процедуры, связанные с сертификацией, с регистрацией изделий и так далее, и так далее. И наша задача создать среду, в которой все эти процессы будут проходить очень быстро и позволят действительно в России выйти на новый уровень технологий в инвазивных исследованиях. И в следующем году уже мы планируем расширенные исследования по этому же направлению. Мы уже будем работать с группой пилотов до 10 человек. Также будем проводить имплантацию электродов и собирать более подробную информацию о том, в каких, скажем так, направлениях двигаться с точки зрения стимуляции для вызова ощущений. Будут не только люди с ампутациями на уровне предплечья, как сейчас, но и мы возьмем более расширенный пул. Это и ампутация на уровне плеча, и ампутация на уровне кисти. И будем смотреть, соответственно, как это влияет на те ощущения, которые мы можем вызывать. И наша макрозадача на следующий год – это разработка уже собственных электродов, собственных стимуляторов. И мы, соответственно, начинаем двигаться как команда, как компания в инвазивной технологии. И видим в этом будущее развития не только нас, как технологического стартапа, технологической компании, но и в целом с точки зрения любого медтеха, биотеха. Мы видим, что инвазивные исследования – это будущее, и всячески стараемся в это направление двигаться. Сейчас бы я, наверное, хотел передать слово Кириллу Каему. Коллеги, здравствуйте. Меня зовут Кирилл Каем. Я старший вице-президент фонда Сколково по инновациям. Во-первых, глубочайший респект команде моторики. Илья, вы к нам в 2014 году пришли, по-моему, да, как резидент. То есть с 2014 года коллеги шаг за шагом двигаются от простого к сложному и начинали от простых достаточно тяговых протезов, потом двинулись в сторону гораздо более сложных биомеханических протезов. Сейчас подходят к инвазивной теме и, собственно говоря, система с замкнутой обратной связью, да, когда пациент может
управлять протезом на основании той обратной связи, которая снимает датчики с датчиков протеза. Ну, собственно говоря, это будущее. И вот мы с Ильей пообсуждали, может быть, 4 или 5 команд в мире в принципе умеют это делать и двигают направление исследования в эту сторону. Второй респект — это за то, что все-таки моторика собрала вместе команду, которая включила в себя медицинский центр ДВФУ и Скалтех. И я предполагаю, что на этом движении вам придется еще другие команды подключать, потому что это очень сложная мультидисциплинарная область, в которой требуется знание медицины, знание биологии и очень сложная инженерка. Плюс предполагаю, что с новыми датчиками, с новыми сенсорами, с новыми интерфейсами, которые делают, собственно говоря, сенсорику саму и в том числе датчики, которые присоединяются к нервам, да, это все новые материалы, и поэтому, вероятно, проект будет обрастать новой коллаборацией и новыми подходами. Ну и, наверное, такое значимое замечание. Ну, смотрите, там моторика — это один из лидирующих проектов в этой области в Российской Федерации и в мире сейчас с этим движением. И очень долго весь мир обсуждал возможности использования неинвазивных протезов, неинвазивного управления, неинвазивной обратной связи. Возможно, что так в дальнейшем и будет получаться. Но мы, когда говорили о разработках в области неинвазивной, все время предполагалось, что будут более сложные математические модели, будут какие-то хитрые датчики, которые смогут снимать и миоимпульсы, и мозговые импульсы, даже с тем, чтобы управлять различными периферическими устройствами. Наверное, в эту сторону будет идти. Но происходит еще одна очень интересная вещь с точки зрения технологии. Инвазивные технологии становятся совершеннее. Мы начали обсуждать, например, в том случае, если подобного рода инвазивная система установлена, то как долго она не требует какого-то обслуживания, медицинского обслуживания, я имею в виду. То есть как надо за ней ухаживать, как часто менять, заряжать. И подобного рода системы для стимуляции коры головного мозга, они уже присутствуют и достаточно редко используются. И то, что коллеги говорят сейчас, то есть по сути в течение 2 лет, 3 лет человек с имплантированной подобной системой может совершенно спокойно использовать ее, управлять протезом, получать данные от протеза гораздо намного улучшая качество своей жизни, да, возвращаясь в жизнь, где он может пользоваться конечностью, пускай роботизированной конечностью, но ежедневно и со значимо большей степенью удобства. Поэтому очень хочется пожелать коллегам успеха на этом пути. Тема сложная, но я думаю, что на самом деле, как бы то ни было, с учетом улучшения инвазивных технологий, мы потихонечку, как человечество, будем двигаться в сторону использования инвазивных технологий и будем их более и более широко использовать не только для управления утраченными конечностями, но и в том числе для управления более сложными, более тяжелыми периферическими устройствами, потому что так или иначе нам в значимой мере все больше и больше механики, автоматики в нашей жизни будет появляться, и мы вынуждены будем ей управлять. Команде успехов и не только медицинского использования в конечном итоге. Спасибо. Друзья, у нас тут есть небольшой демонстрационный стенд с поверхностной стимуляцией. Сейчас Михаил после основной части донастроит, и вы можно будет на себе попробовать, собственно, как вы будете трогать датчик давления на пальце протеза, да, и как идет стимуляция поверхностная. То есть здесь ничего оживлять мы сейчас не будем, не переживайте. Просто наклеиваются специальные электроды, которые примерно, так очень-очень, конечно, примерно дадут вам понять, что ощущает человек, которому, соответственно, имплантированы электроды. Я бы сейчас, наверное, хотел ребятам, нашим пилотам дать слово. Дмитрий, Анатолий, расскажите свои ощущения. Меня зовут Анатолий. Я был пилотом в этом проекте, и я хочу вам сказать, что это очень здорово, что такой проект у нас в стране есть, потому что ощутить, пускай это была фантомная рука, потому что реально это уже давно нет, 24 года, то есть удалось вообще ощутить живую руку, то есть как вспомнить те ощущения, которые были когда-то и уже давно забыты. Фантомная рука, она не работает, то есть мы ее ощущаем, как бы она есть, но она в одном положении. Пальцы согнуты и ощущения, то есть постоянно этой фантомной боли, они закрывали все ощущения наружные даже на том, что осталось. Вот. Когда убрали фантомные боли, то есть я начал ощущать холод, тепло, а раньше только жжение ощущалось. И когда
проводили уже испытания по очислению, то есть возникали различные чувствования. То есть я брал то есть ощущение, что держишь в руке мячик. То есть полностью, то есть предмет даже, то есть какой он, круглый, плоский. То есть менялись ощущения. Такое, что держишь или фанеру, или даже стекло в руке, то есть плоское. То есть рука меняла положение, пальцы менялись. Все, то есть это было настолько живое ощущение, что казалось, что рука есть, но фактически-то ее нет. Вот. И я благодарен ребятам, которые с нами были. Они, конечно, работали очень плотно с нами, уставали, естественно, но результаты есть. То есть теперь можно не бояться другим, таким же людям, которые испытывают боль и хотят тоже что-то ощущать, в своей жизни, вернуть ощущения живые, даже уже имея протез. То есть все это становится реальностью. И мы благодарим людей, которые вот это все делают, и ученых, и всех, кто может подарить такую возможность вот таким людям, как мы. Спасибо. Ощущение. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Я присоединяюсь к тому, что сказал Анатолий. Все было очень круто, мне даже добавить уже нечего. Все было очень интересно. Будем продолжать. Все. Да. Спасибо. На этом, в принципе, основная часть презентационная наша закончена. С удовольствием ответим на ваши вопросы. Кто дальше? Леша рулит. Раз, два. Прилетел первый вопрос от российской газеты. Коллеги, такие чувствующие протезы человек может надеть сам без помощи других? Сколько продлится еще исследование и продолжат ли в нем принимать участие первые пациенты? Есть. Давайте я отвечу. Спасибо за вопрос. Значит, наши пилоты обязательно продолжат, и мы доведем до финального результата, собственно, работу с ними и с другими коллегами. Значит, в чем будет заключаться финальный результат? И сможет ли человек самостоятельно обслуживать, снимать, одевать протез? Безусловно, сможет. В этом наша основная цель. И она будет реализовываться за счет того, что Кирилл уже коротко сказал, что у нас будет полностью замкнутая система, то есть вживляются электроды, вживляются стимулятор полностью в тело человека, и по беспроводному соединению они подключаются к протезу. И протез, считывая информацию о том, соответственно, как он захватывает предмет, по Bluetooth-соединению передает данную информацию на вживленный стимулятор, и он уже формирует управляющие импульсы, которые, собственно, мы и находили в рамках текущего нашего исследования. Передается импульс непосредственно на электрод и стимулирует определенные участки нерва для того, чтобы вызывать ощущения. То есть здесь система полностью беспроводная, никаких элементов там не торчит, ничего не делается, поэтому это может очень просто обслуживаться, очень долго работать без какой-либо там дополнительной реимплантации и так далее. С точки зрения сроков, мы планируем в следующем году уже представить наш прототип собственного стимулятора и электродов для конкретно данной задачи отчисления протезов, потому что все, что есть сейчас в мире с точки зрения существующих технологий, оно, как показали наши исследования, оно применимо, но немножко неудобно с точки зрения имплантации, с точки зрения качества стимуляции, количества каналов, которые необходимо стимулировать и так далее. Там очень много параметров. И наша задача разработать и электродные сетки специальные, и сам стимулятор, который будет заточен именно под задачу отчисления протезов. И в следующем году мы планируем уже такой образец представить и начать первые клинические исследования уже непосредственно с нашим стимулятором. В целом, я думаю, что через 3-4 года это решение станет уже доступным для любого человека, кому нужен протез. Оно будет бесплатным, то есть оно будет обеспечиваться в рамках программы ОМС, как, собственно, и все остальные протезы. И, соответственно, для человека это будет просто новый виток в функциональности всех протезов, которые он может получить. Виталий Ковторадзе, журнал «Цифровой океан».
Насколько я понял из вашей презентации, большая часть, ну, вернее, все ваши пациенты потеряли конечность в результате каких-то производственных или травм или несчастных случаев. Но есть люди, которые родились без конечностей из-за нарушений эмбрионального развития. Вот они смогут получить очувственные бионические протезы? Это как раз один из вопросов, который мы будем ставить на следующем этапе исследования, то есть более расширенная группа, туда будут входить в том числе и люди, которые родились с недоразвитием. Здесь есть ряд принципиальных особенностей с точки зрения физиологии, случаев, скажем так. Допустим, у людей с врожденным недоразвитием практически отсутствует фантомной боли в принципе, то есть у них отсутствует ощущение руки. Хотя в голове как бы картинка присутствует, что вот все, да, у меня есть рука, я могу подвигать пальцами, да, они также могут абсолютно управлять роботизированными протезами, они также могут, мы можем с помощью новых датчиков выделять какие-то движения отдельных пальцев и так далее. Вот. Но с точки зрения ощущений пока непонятно, сможем ли мы вызвать вот обратный сенсорный ответ. Текущие все исследования, которые и мы проводили, и в мире проходят, показывают, что да, смогут, поэтому на следующем этапе мы планируем взять уже более расширенную группу, все нозологии и травмы, и врожденное недоразвитие, для того, чтобы, собственно, закрепить результаты и уже сформировать конкретное там техническое задание для разработки собственного там стимулятора и собственных электродов. Коллеги, еще один вопрос. Что поменяется в жизни пациентов, у которых есть чувствующие протезы? Вот что можно ответить? Ну, основное, что поменяется, это качество жизни, потому что современные протезы, там даже самые дорогие, они не позволяют ощутить, собственно, то, как человек берет. Допустим, и там в темной комнате, да, или не глядя, человек не может взаимодействовать с какими-либо предметами. То есть нужно обязательно смотреть на предмет, обязательно видеть, как ты его берешь. И вот там один из кейсов, про который как раз Дмитрий нам рассказывал в рамках исследования, да, это когда ты за рулем и пытаешься переключить коробку передач, да, ты не понимаешь, что у тебя коробка передач, она в руке, да, то, что ты держишь ее, да, и это, соответственно, приходится постоянно отвлекаться. То есть ты смотришь на коробку, смотришь на дорогу и так далее, и так далее. И еще один интересный возможный кейс – это, допустим, игра на пианино. Да? То есть человек с такими протезами и с нашими новыми оптическими интерфейсами для распознавания мелкой моторики, для движения отдельных пальцев сможет ощущать, как он играет на пианино. Да? То есть и двигать независимо каждым пальцем и ощущать обратную связь от, собственно, инструмента. То же самое там на гитаре и так далее, и так далее. То есть это сложно описать и сложно представить, как это будет, потому что никто в мире пока не смог сделать вот хорошее, готовое, завершенное решение с точки зрения осуществления протезов. И ну, будет точно, что это будет существенный прорыв именно в протезировании, и мы придем как раз к тому, что протезы будут максимально уже похожими на, собственно, обычную здоровую руку. Мария Дубровская, РЕН-ТВ. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то противопоказания, может быть, к использованию или какие-то ограничения? На данный момент мы, наверное, не можем сказать точно, как действительно могут быть эти технологии транслированы на пациентов с врожденными нарушениями развития. Действительно. Ну, то есть противопоказания в этом случае однозначно. Это все еще мы не можем. Из-за глобальных таких противопоказаний, которые это, условно, человек должен быть здоровый, то есть не должен иметь не должен иметь явных патологий нервной системы, приобретенных, например, да. У него не должны наблюдаться такие нарушения центральной нервной системы, работы центральной нервной системы, как эпилепсия, потому что все вот наши технологии в таком случае, они могут, наоборот, усугубить развитие таких припадков. Мы пока не можем ничего сказать про трансляцию этих технологий для беременных женщин, поэтому здесь точно ничего нельзя сказать, это сейчас однозначно.
Наверное, пока все вот из таких ключевых вещей. Да, это тоже один из вопросов на следующий этап, как раз-таки за счет более расширенной пилотной группы протестировать, посмотреть в том числе, какие могут быть возможные противопоказания в дальнейшем. Я хотел дополнить вопрос про противопоказания. Насколько я понимаю, речь идет об инвазивных операциях. Приходится ли вам решать проблему иммунного ответа и отторжения электродов и вот этого интерфейса, и как вы ее решаете? Такая проблема действительно есть, и она, ну, не сказать, что носит какой-то категоричный характер, да, то есть это просто такое неудобство, с которым приходится иметь дело. То есть нам в данном случае, в зависимости от качества электродов, от качества стимулятора, который используется, необходима реимплантация периодически, то есть вытаскиваются старые электроды, ставятся новые электроды, и это может проходить как, не знаю, там раз в 2-3 года, так и раз в 10 лет. То есть это зависит уже непосредственно от качества тех материалов, которые используются в, собственно, этих изделиях. И вот поэтому наша основная задача сделать так, безусловно, вот Кирилл говорил, что у нас будет очень большая команда, в том числе и мы сейчас сотрудничаем с несколькими командами, такими материаловедческими, скажем так, исследовательскими группами, задача которых как раз-таки разработать материалы, которые смогут там не просто 10 лет, а десятилетия находиться в организме человека, не вызывая никаких обратных ответов с точки зрения там, зарастания электродов и так далее, и так далее. Это тоже одно из направлений, в которое мы смотрим, и с командами в этом направлении мы сотрудничаем, и там наша конечная цель, понятно, разработать такие электроды и такие стимуляторы, которые смогут находиться там много десятков лет в организме, не вызывая каких-либо сложностей с точки зрения, собственно, имплантации. Если вопросов нет, предлагаем совершить экскурсию по производству компании «Моторика» и пообщаться с нашими спикерами, уже индивидуально позадавать вопросы. Все, спасибо, коллеги.